Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Вот спинку я довязала. Вот здесь у меня, значит, от низа до сюда 45 сантиметров. Вот так же, как у нас по схеме, да? Значит, здесь 15 и 30, 45. Это до начала плеча. Значит, сейчас мы находимся с вами вот в этой точке. И будем формировать скос плеча. И потом делать вырез горловины спинки. Я вяжу сейчас спинку, да? Значит, я нарисовала наши вот эти плечевые скосы и горловину по спинке, и второй плечевой скос я буду при помощи укороченных рядов, да, или поворотных рядов, как хотите. Значит, все мои петли, вот у меня 61 петля, я делю их на 3, и получается у меня, нет, не 61, у меня 91 петля, извините, 91 петля. Я делю их условно на 3. И у меня получается 31 петля на горловину и по 30 петель на каждый плечевой скос. Значит, плечевой скос у меня идет 6 сантиметров наклон, 6 сантиметров. Это у меня 12 рядов. Значит, у меня получается формирование плеча в 12 рядах или в 6 поворотных рядах. Глубина выреза горловины по спинке у меня 3 сантиметра. Это 6 рядов. Значит, формировать вырез горловины я буду в 3 поворотных рядах. Значит, мы видим, что здесь 12 рядов на плечо и 6 рядов на горловину. Значит, 12 рядов минус 6. 6 рядов я буду вязать, не затрагивая горловину, только формировать плечо. Значит, так как у меня 6 поворотных рядов, я свою петли на плече делю на 6 частей. Это у меня 30 петель на 6, у меня получается по 5 петель. Вы тоже делите, как у вас плотность вязания ваша, да? И второе плечо у меня тоже, видите, 6 раз по 5 петель. И мы начинаем с вами первый ряд. Мы сейчас находимся с вами вот здесь, вот в начале плеча. Мы сейчас провязываем с вами первый ряд. И в начале ряда мы провяжем 5 петель и повесим маркер. Это вот наша первая пятерочка. И повесим маркер. Чтобы в следующем ряду, во втором, около этого маркера мы сделаем разворот. Я просто не хочу вешать сейчас все маркеры, так как при вязании мы еще должны соблюдать рисунок. И будет очень сложно, эти маркеры будут мешаться. Поэтому, значит, мы сейчас вяжем первый ряд. 5 петель, вот эти первые 5 петель, и я вешу маркер. И вяжу первый ряд до конца. Давайте сейчас сделаем. Первый ряд я довязала. Я сейчас нахожусь в этой точке. И еще я вам забыла сказать, что вот здесь вот у меня висят розовые маркеры. Это я отделила петли горловины от петель плеча. Да? Вы тоже это сделаете, так будет удобно. Значит, вот здесь как бы по 1/3, да? Треть, треть и треть. Сейчас я нахожусь в этом месте, и мы будем вязать с вами второй ряд с изнаночной стороны. Мы провяжем 5 петель опять и опять повесим маркер. И будем вязать до конца второй ряд, до маркера, который мы повесили в начале. Давайте сейчас провяжем второй ряд. Второй ряд я сейчас довязала. Вот сейчас я вяжу второй ряд и дошла до маркера здесь, где мы должны сделать разворот. Вот у меня висит этот маркер. Я пока его уберу. И у меня следующая петля изнаночная, поэтому я буду разворачивать с помощью изнаночной петли. Я ввожу спицу не в эту петельку, которая у меня висит, а на ряд ниже. И вывязываю изнаночную петлю. И вешаю ее опять на спицу. Все, наш разворот готов. Мы можем теперь развернуться. Вот, мы связали второй ряд. Теперь в начале третьего ряда мы опять через 5 петель должны повесить маркер, чтобы знать, где нам развернуться в следующем ряду будет. Да? Я сейчас провязываю теперь 5 по рисунку 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И вешаю маркер. Это вот эти 5 петель мы сейчас тоже выделили. Теперь мы вяжем третий ряд до конца, до маркера. То что с той стороны мы тоже повесили маркер. Так что давайте сейчас я довяжу третий ряд. Третий
рядом опять подошли к маркеру. Я его пока снимаю, и мы здесь разворачиваемся. Здесь разворот у нас попадает на лицевую петельку. Значит, я ввожу спицу на ряд ниже в петлю, вывязываю лицевую и одеваю ее назад на спицу. И теперь мы можем повернуться. Это мы связали с вами третий ряд. Теперь в начале 4-го ряда мы опять провязываем 5 петель и вешаем маркер. Значит, 1, 2, 3, 4, 5. И я вешаю маркер, чтобы знать, где нам разворачиваться в следующий раз. Это у нас теперь 4-й ряд. Вот мы сейчас довяжем 4-й ряд до конца. Возле маркера мы развернемся. 5-й ряд опять провяжем 5 петель, повесим маркер. 5-й ряд довяжем до конца. Возле маркера развернемся. В 6-м ряду провяжем опять 5 петель, повесим маркер. И 6-й ряд довяжем до конца и развернемся. И вот в конце 6-го ряда мы с вами встретимся. Я связала 6 рядов. Вот видите, они у меня все зачеркнуты, 6 рядов. Теперь мы начинаем вязать 7-й ряд. Опять мы провязываем 5 петель, вешаем маркер. И теперь в этом 7-м ряду мы начнем формировать с вами горловину, вырез на горловину, да. И вот посмотрите, вот эта первая площадочка у меня 5 петель, 5 петель, и посередине 11 петель. Так как у меня 31 петля, да, значит 1/3 это 10 плюс 1. Значит, здесь у меня остается 5 и 5, и здесь я еще 5 и 5. Значит, в 7-м ряду, значит, я провязываю 5 петель, вешаю маркер, и до следующего маркера через 20 петель я повешу еще один маркер. Значит, это вот эти 5, 5, 5 и 5. Я повешу еще маркер. Значит, 5 петель маркер, 20 петель маркер, потом площадка 11 петель, опять мы вешаем маркер и довязываем последний ряд до нашего маркера в конце ряда, и мы здесь разворачиваемся. Значит, вот сейчас мы вяжем с вами 7-й ряд. Так, 7-й ряд я провязала. Вот 7-й ряд. Я повесила маркер, повесила 2 маркера. Вот смотрите, зеленые маркеры — это мои посерединке, моя вот эта площадочка. Розовые маркеры — это мои ограничения плечей. И эти маркеры до руки, да. Значит, вот сейчас мой 7-й ряд я провязала и развернулась. И теперь я должна вязать 8-й ряд. Значит, опять я провязываю 5 петель и вешаю маркер. 1, 2, 3, 4, 5. И я вешаю маркер. Это значит вот это место, 7-й ряд, то есть 8-й ряд. И сейчас мы вешаем вот этот маркер, мы повесили. Вот 7-й ряд мы уже связали. Теперь 8-й ряд. Мы повесили маркер и вяжем 8-й ряд до вот этой площадочки, до первого зеленого маркера, который у меня посерединке. Вот до этого зеленого маркера. Сейчас я вяжу. И здесь мы должны будем с вами развернуться. Давайте сейчас я довяжу и покажу, как мы там будем делать. Маркер первый. Это серединка, это уже вот наша площадочка, да? Значит, я его пока убираю. И здесь мы должны с вами развернуться. Так как у меня здесь изнаночная петля, я разворачиваюсь при помощи изнаночной петли. Я на ряд ниже вывязываю изнаночную и одеваю назад. И мы разворачиваемся. Это вот мы связали 8-й ряд вот до этой площадочки. Здесь мы опять провязываем 5 петель. Вот эти наши идут уже по горловинке, вот эти 5 петель. Мы их провязываем и вешаем маркер. Назад зеленый, да? Значит, 1, 2, 3, 4 и 5. И я вешаю маркер. В следующий раз я буду знать, что нам здесь надо будет разворачиваться. Вот это сейчас мы вяжем 9-й ряд в сторону до маркера, который у нас на плечевом скосе, да? Сейчас вот это у нас будет 9-й ряд.
Сейчас мы его довязываем до конца. Не до конца, а до этого маркера. Сейчас ряды укорачиваются, они все время короче и короче. Мы скоро уже встретимся в точке, вот в этой точечке мы встретимся. И вот как бы наше формирование нашего плеча и выреза горловины с одной стороны на этом закончится. Значит, вот сейчас я подхожу к этому оранжевому маркеру на плече, который у меня. Вот я к нему подошла. Я его могу снять. И здесь мы должны развернуться. Так как у меня изнаночная петелька, я разворачиваюсь с помощью изнаночной. Я ввожу на ряд ниже, вывязывая изнаночную и одевая ее назад. Значит, тут мы довязали сейчас вот этот 9 ряд. Мы здесь развернулись. И сейчас у нас 10 ряд будет. Мы опять поворачиваем наше вязание. 10 ряд. Мы вяжем опять 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вешаю наш оранжевый маркер назад. Это вот здесь. И вяжем до зеленого маркера. Вот до этого зеленого маркера. Здесь мы должны будем опять с вами развернуться. Мы заканчиваем. Вот мы сейчас в этом месте, мы сейчас должны здесь развернуться. Я убираю маркер. Опять, так как находится у нас изнаночная петля, я на ряд ниже вывязываю изнаночную и одеваю ее назад. Поворачиваем наше вязание. Мы сейчас вот 10 вот поворачиваем наше вязание и вяжем теперь до разворота. Здесь уже маркер вешать не надо, потому что мы уже подошли к плечу, и здесь остается 5 петель. И здесь 5 петель до оранжевого. Значит, мы сейчас провязываем опять этот 11 ряд до оранжевого маркера. Это последний разворот у нас будет по плечу. 11 ряд, последний разворот на плече. Маркер мы убираем, разворачиваемся лицевой петлей. Поворачиваем наше вязание. И довязываем до плечевого шва, да? До плечевого маркера, да, который кончается наше плечо. Вот эти мы сейчас можем связать. Так, мы развернулись. И теперь у нас рисунок. Ну, уже здесь сложно что-то сделать. Последние 5 петель я их провяжу просто, как они смотрятся. Все. Вот мы довязали наше плечо. Здесь у нас наши 30 петель. И теперь мы вяжем наш ряд. Это у нас уже 12 ряд до конца, до зеленого маркера. Но вот эти петли до зеленого маркера, я их просто сейчас должна закрыть, чтобы у нас была горловина, к чему пришивать наш воротничок. Да? Значит, вот сейчас до зеленого. Вот эти 30 петель, они у нас остаются открытые. Это петли плеча. Мы их потом соединим со вторым плечом. А петли горловины до зеленого маркера мы их сейчас просто закроем. Закрывать вы знаете, как вы вяжете лицевую, первую, вторую. И потом первую, то есть через первую протягиваете вторую. Опять лицевая. И протягиваем через первую, вторую. И вот так мы закрываем наши все петли до зеленого маркера. Там, где у нас двойная петля, мы ее вяжем как одну. Это место разворота нашего было, да? Мы довязали, как я вам сказала. Мы сейчас вот этот 12 ряд довязали.
и провязали, закрыли петли до зеленого маркера. Мы сейчас находимся с вами вот в этой точке, да, если вы понимаете, мы находимся в этой точке. Вот посмотрите, что получилось. Вот эта часть горловины, я закрыла петли, и сейчас мы здесь будем дальше продолжать вторую половинку, да, нашего изделия. И вот одно плечо мы тоже сформировали, вот оно у нас уже готовое. Вот это плечо я подготовила ниточку с иголкой, да. Мы сейчас петли вот этого плеча переснимем на нитку с иголкой. Здесь у нас должно быть 30 петель. Вы можете свое количество проконтролируйте, да, сколько у вас петель. Вы, значит, все петельки их просто переснимаете. Там будут попадаться у вас и двойные. Ну, не пугайте, там, где мы делали развороты, да, двойная петелька считается за одну. Вот как раз двойная петля у меня, но ничего страшного, да, она потом она как одна считается, если вы будете пересчитывать количество петель. Вот сейчас я освобождаю эту свою спицу. Все. Вот у меня петли плеча на ниточке, да. И чтобы они у меня никуда не убежали, я здесь сделаю так. И теперь вы понимаете, мы должны продолжать вывязывать наше второе плечо, формировать и делать скос. Мы сейчас находим, как я вам показывала, мы сейчас находимся вот в этой точке и будем вязать. Мы здесь связали, это был 7-й ряд, и сейчас будем продолжать, у нас будет 8-й ряд. Значит, с изнанки мы опять провязываем 5 петель и вешаем маркер. Это вот эти вот наши 5 петель. Да, вот это вот. Сейчас мы провяжем 5 петель, повесим маркер, дойдем до конца, развернемся. Опять по лицевой части 5 петель, вешаем маркер. До конца развернемся по изнанке, 5 петель, вешаем маркер, и так мы до конца все это проделаем, пока мы опять не соединимся в этой точке. Давайте сейчас мы закончим второе плечо. Значит, понятно, мы сейчас берем изделие, будем вязать как бы с изнанки, начинать вязать с изнанки. Так. Вяжем 5 петель и вешаем маркер. И до конца, до зеленого. И здесь мы разворачиваемся. По лицу опять 5 петель, маркер. И так, и закончим вот это наше плечо. И второе плечо я закончила. Мы находимся сейчас в точке, где плечо соединяется с проймой. И что мы сейчас делаем? Мы сейчас вот эти петли, которые висят у нас после плеча, мы опять их закроем. Это закроется наша горловина. Так как мы вот эти петли с этой стороны закрывали по изнаночной стороне, видите, у нас здесь такая косичка, она нам нужна. Поэтому эту часть нам тоже надо закрыть с изнаночной стороны. Не отсюда будем начинать закрывать, а нам надо отсюда. Для этого что мы сделаем? Мы вот эту вот сейчас точку у нас, здесь у нас граница плеча, и вот этого кусочка горловины. Я здесь одену маркер, чтобы не путать, где у нас плечо начинается. И вот эти все петельки пересниму, просто пересниму на спицу, да? И тогда мы сможем начать закрывать эти петли с другой стороны. Но для этого, к сожалению, нам придется взять другой моточек ниток, да, потому что здесь у меня нитки нету. Но это не страшно. Потом этот кусочек мы проще спрячем, чем у нас будет некрасивая обработка горловины, да? Вот видите, у нас здесь вот такая косичка, и мы ее сейчас продолжим. Вот я сейчас возьму другой кусочек, моточек. И вот эта петля, которая у нас оставалась, и сейчас мы прямо с ней продолжим работать, да, чтобы все красиво было закрыто. Значит, я что делаю? Я провязываю здесь лицевую и протягиваю ее вот через эту петлю, которая у нас оставалась с той половинки горловины. Не хочет у меня. Вот так. Здесь все петли, эти ниточки потянем и будем продолжать. Лицевая и протягиваем.
лицевая и протягиваем. Итак, мы закроем эти петли до нашего маркера, где вот начинается петли плеча. Так, чуть-чуть. Вот. И вот эту еще последнюю петельку мы еще соединим с первой петлей плеча, и тогда все у нас закончится, да? Количество петель на плече у нас сохранится. И вот видите, у нас зато продолжилась вот эта косичка, с изнаночной стороны она нам нужна будет. Мы здесь будем кетлевать нашу планочку воротника. Ну и с этой стороны тоже вот как бы все. Здесь просто эти петельки немножко подтянем. Потом мы переснимем петли плеча опять на нитку с иголкой, как мы сделали в первом случае. И у нас будет спинка готова. Значит, нам теперь останется связать полочку опять до вот этого места, где начинается скос плеча. Вы вяжите, я свяжу, и потом мы с вами встретимся и будем вывязывать уже плечевые скосы и вырез горловины по полочке. Будем дальше работать с нашей передней половинкой моего жилета, да. Вот я его довязала тоже до этого места. Вот сейчас я нахожусь в этом месте, да, до спуска плечевых швов. Значит, для переда я тоже нарисовала такую схему. Вам уже, значит, будет более понятно, так как мы уже ее использовали на спинке. Значит, плечи по-прежнему у меня остаются разделены на 6 частей по 5 петель. А вырез горловины, так как он у меня глубиной 6 сантиметров, так же как и глубина схода по плечам, мы их будем начинать делать все в одном ряду. И плечи, и формирование нашей горловины. Значит, по горловине мне тоже надо разделить каждую половинку на 6 частей. С одной стороны и с другой стороны. Значит, у меня всего 31 петля здесь. Значит, одна петля, она как бы останется у меня по центру, потому что нечетное число. Вот она, единичка. Единичка. Потом, значит, вот 31 минус 1 остается 30. Вот 30 делим пополам. Значит, вот здесь 15 петель. И здесь у меня 15 петель. И надо разделить на 6 частей. И, значит, ровно 15 на 6 не делится ровно. Но я разделила, значит, у меня получилось 3 раза по 3 и 3 раза по 2 петли. Также с другой стороны 3 раза по 3 и 3 раза по 2. Но вот этот посередине два участочка, мы с вами их объединяем. Это будет как бы площадка, с которой мы начнем формировать нашу вырез горловины. Поэтому вот эта площадка у меня 7 петель. 3 с одной стороны и 3 с другой, и единичка, которая была посередине. Значит, площадочка у нас 7 петель. И мы начинаем вязать продолжать вязать нашу переднюю половинку. Мы начинаем с этой стороны, с правой, скос плеча. Значит, мы провязываем 5 петель и вешаем маркер, чтобы нам знать, где нам в четном ряду, где мы будем разворачиваться. Потом провязываем дальше до этой площадки 7 петель. Тоже вешаем маркеры с одной стороны и с другой стороны. Здесь легко посчитать. Значит, как мне 30 петель это плечо. И здесь у меня получается 1, 2, 6 и 3 раза по 2 тоже 6, 12. Значит, вот этот кусочек до петли, до этой площадочки у меня получается 12 и 30, всего 42 петли, да? Значит, от начала 42 петли вешаем маркер, 7 петель вешаем маркер и вяжем с вами до конца первого ряда. Это у нас будет первый ряд. Значит, начинаем отсюда, 5 петель, вешаем маркер, доходим до площадки, с двух сторон вешаем маркеры и довязываем до конца. Давайте сейчас провяжем этот первый ряд. Мы довязали, значит, мы отсюда начали. Вот эти маркеры мы повесили. Мы довязали до площадки, повесили 2 маркера. Еще я забыла вам сказать заранее, я повесила маркеры, которые отделяли плечи
от горловины, да, вот это вот у меня вот розовые маркеры, это мои плечики отделяют. Посередине вот эта площадочка 7 петель, 2 синих маркера, и здесь мы повесили зеленый маркер, это 5 петель отделяет. Здесь мы будем разворачиваться в следующем ряду. И вот мы первый ряд довязали с вами до конца, до этого места. И теперь первый ряд с этой стороны мы довязали, мы его можем вычеркнуть. Теперь мы вяжем с вами второй ряд. Мы разворачиваемся, и с изнаночной стороны мы опять вяжем 5 петель и вешаем маркер. Здесь мы будем разворачиваться в следующий раз. И идем дальше второй ряд до нашего первого голубого маркера, вот это до начала нашей площадки, да? И с другой стороны это будет четный ряд с изнанки, но здесь мы должны продолжать соблюдать рисунок еще, да? Так что вот это тоже не забывайте. Вяжем второй ряд сейчас до первого голубого маркера, вот до этого места. Я подошла к этому синему маркеру, и здесь мы сейчас с вами должны будем развернуться. Значит, вот мы сейчас находимся с вами вот в этом месте, да, второй ряд мы вот в этом месте, до маркера мы дошли. Значит, пока маркер временно сниму, и у нас попадает здесь изнаночная петля, значит, мы будем разворачивать с помощью изнаночной петли. Вводим на ряд ниже, провязываю вот эту петельку и одеваю ее назад. Теперь мы поворачиваем наше вязание. И теперь мы вяжем третий ряд. Сейчас мы будем работать только с одной половинкой, вторую мы потом симметрично сделаем. Значит, сейчас мы находимся в третьем ряду, вот здесь. Вот эту следующую петельку, 3 петли, мы должны сейчас их провязать и повесим маркером, чтобы мы знали, где мы будем разворачиваться уже в четвертом ряду. Значит, я сейчас провязываю 3 петельки. 1, 2, 3. И вешаю маркер. И сейчас вот этот третий ряд мы с вами вяжем до конца, до маркера, который у нас висит в конце. И здесь мы тоже будем разворачиваться. Сейчас вяжем третий ряд до вот этого крайнего маркера. Я подошла к месту разворота. Пока мы временно снимем маркер и развернемся. Здесь у нас лицевая петля. Значит, я вывожу на ряд ниже, лицевой петлей вывязываю и одеваю ее назад. Значит, вот мы уже ряд укоротили на 5 петель. Теперь мы опять поворачиваем наше вязание и можем отметить. Вот третий ряд мы провязали, да? В четвертом ряду, вот он сейчас будет идти в обратную сторону, уже опять к середине горловины, мы опять должны повесить маркер после 5 петель. Вот эти 5 петель мы уже развернулись. Теперь мы сейчас вешаем вот эти 5 петель, да? Значит, вы провязываете, это уже изнаночная сторона, опять мы провязываем 5 петель, 2, 3, 4, 5 и вешаем назад вот этот оранжевый маркер. И мы будем знать, где мы в следующем ряду должны будем развернуться. И довязываем вот этот четвертый ряд теперь до опять голубого маркера. Мы его перевесили дальше, да? Опять укоротим теперь наш ряд с этой стороны на 3 петли. Значит, довязываем сейчас до голубого маркера. Это у нас четвертый ряд. Я подошла опять к голубому маркеру. Это место разворота. Это, еще раз повторяюсь, мы сейчас находимся с вами вот здесь вот, вот здесь с изнаночной стороны, да? Значит, в месте, где горловину мы формируем. Вот мы подошли к этому месту, и здесь мы должны с вами развернуться. Значит, голубой маркер пока снимаю. Здесь у меня лицевая петля, как вы видите. Значит, мы будем разворачиваться при помощи лицевой петли. На ряд ниже и увязываю, одеваю ее назад. Теперь мы опять поворачиваем наше вязание. Так, мы теперь, значит, четвертый ряд, второй, значит, четвертый мы тоже связали. Мы сейчас развернулись, находимся в этом месте. Теперь следующие 3 петли мы должны провязать, 3 петли и повесить маркер. Это в 5 ряду. Значит, сейчас мы провяжем 3 петли, повесим маркер и 5-й ряд вяжем до конца, до нашего маркера, который мы повесили здесь, где мы должны развернуться. Это следующий. Итак, вы понимаете, алгоритм понятный, да? Мы все время в начале ряда мы провязываем необходимое нам количество петель, как мы должны развернуться, вешаем маркер.
а в конце ряда мы разворачиваемся. И так мы вот соединяемся. Это у нас получится 12 рядов, пока мы не попадем в эту вот точку нашего, верхнюю точку нашего плеча. И у нас будет сформирован вот этот вырез по горловине, и будет наше плечо сформировано. Так что давайте мы сейчас вяжем, и когда мы вот в эту точку придем, мы с вами встретимся. Значит, сейчас мы с вами будем вязать 5-й ряд. То есть вы будете вязать, я буду вязать и так дальше, пока мы не дойдем до этой верхней точки. Вязала свои 12 рядов и дошла до этой верхней точки моего первого плеча. Да? Вот плечо здесь сделано, я дошла до верхней точки. И теперь, значит, вот это плечо мы с вами сейчас не будем переснимать на нитку с иголкой, потому что мы вот сейчас быстренько это все закончим и его соединим с плечом спинки. Поэтому что мы сделаем? Вот сейчас мы находимся, значит, в этом месте. Вот это у нас участочек весь связан до синего маркера. Видите, синий маркер, он остался, вот конец этой площадочки. Мы связали первый ряд с этой стороны, как бы до синего маркера, и пошли дальше. Значит, вот эта половинка у нас связан только первый ряд. Поэтому мы должны вернуться сейчас вот в эту точку и начинать здесь вязать второй ряд уже по изнанке. Как мы это сделаем? Я не буду... Немножко поменяю, не так, как я сделала на спинке. Мне кажется, так будет лучше. По спинке это не принципиально, потому что там не очень большой вырез. А здесь он глубокий, и мне надо... Я хочу вот эти все петли закрыть одним разом. Не так, как на спинке я их делила на две половинки и закрывала. И я хочу закрыть весь ряд за один раз. Поэтому мы сейчас вот эти петли, которые у нас идут до синего маркера, мы их не провязывая, просто переснимем. И начнем вязать от синего маркера. Вот здесь у меня висит разделение моего плечо. Это уже начинаются петли горловинки. Я их просто переснимаю, не провязывая ничего. Просто я их переснимаю до синего маркера. Да? И от синего маркера мы начнем с вами сейчас вязать нашу вторую половинку. Второе плечо полочки будем делать. И вторую половину выреза. Значит, вот сейчас я это дошла до синего маркера. Все. И теперь мы будем начинать вязать наш второй ряд с этой стороны. Значит, опять в начале ряда 3 петли мы провязываем и вешаем маркер. Доходим второй ряд до нашего маркера, который мы повесили в самом начале. Помните, мы когда начинали первый ряд, мы повесили первый маркер. Вот здесь вот 5 петель. Значит, второй ряд сейчас с этой стороны мы вяжем 3 петли, вешаем маркер и доходим до места разворота. Давайте сейчас мы свяжем второй ряд этой половинки. Единственное, что нам надо бы, так как нитка у нас осталась здесь, мы с этого места начнем, возьмем другой клубочек, начнем вязать другой ниточкой. И потом этот хвостик у нас спрячется, да? Ничего страшного. Значит, сейчас я беру новую ниточку и начинаю вязать. Убираю синий маркер, провязываю. Мне надо провязать 2 петли. По рисунку вот у меня должна вот эти 2 вместе и накид. Я провязала и вешаю. Нет, нам надо 3. И третью. И вешаю наш голубой маркер. Это в этом месте мы будем разворачиваться уже в 3-м ряду. И сейчас довязываем наш ряд, второй ряд второй части, второго плеча, скажем, или второй части, до нашего зеленого маркера. Второй ряд, значит, первый здесь у нас был уже провязан. Второй ряд мы дошли до, видите, зеленого маркера. И здесь мы должны с вами развернуться. Мы находимся на изнаночной стороне. Пока мы этот зеленый маркер снимаем, у нас здесь изнаночная петля. Значит, разворот мы делаем с помощью изнаночной петли на ряд ниже и одеваем ее назад. Поворачиваем наше вязание. Так, второй ряд мы тоже связали. Теперь 3-й ряд. Опять в начале ряда мы провязываем 5 петель, вешаем маркер, довязываем до конца 3-го ряда до голубого маркера. И здесь мы делаем разворот. Потом в следующем ряду, в 4-м, мы вешаем 5 маркер после 3 петель. В общем, по порядку. Если вы поняли алгоритм, как это все делать, значит, со стороны горловины у нас 3, 3, 3, 2, 2, 2.
даже 3 это уже у нас на площадку пошло, у нас будет 3, 3, 2, 2, 2, а здесь у нас все время по 5 петель со стороны плеча. И мы опять должны вот вязать это все, нашу половиночку, до того, пока мы не встретимся здесь на вершине второго плеча. Так что давайте будем вязать вот эту схему. Если вы хотите, вы можете себе ее... Ну, в принципе, если вам понятен алгоритм, вам должно быть понятно, как мы будем делать. Так что давайте я сейчас тоже буду вязать, и мы встретимся на вершине второго плеча. Я довязала и второе плечо. Нахожусь я сейчас на вершине второго плеча. Вот у нас видно, да? И как раз в петельке вот этого плеча мы сейчас переснимем на нитку с иголкой, потому что оно будет сшиваться в самую последнюю очередь. Сначала мы вошьем горловину. Значит, это плечо мы сошьем с вторым плечом от спинки, а вот это плечо будем сшивать, когда вошьем горловину, и потом вместе с горловинкой мы будем сшивать вот это второе плечо. Поэтому вот эти сейчас петельки, их должно быть строгое количество, чтобы вы не ошиблись. Проверьте еще раз. 30, у меня 30 по плечам, так как плечи мы будем соединять петелька в петельку, поэтому количество петель должно совпадать, чтобы не получилось лишних. Если у вас что-то где-то не совпало, там одна петля, или надо или добавить, или убрать, но главное, чтобы вот эти вот петли 11, они были ровно 11, потому что мы, если будем эти косички соединять, чтобы они красиво смотрелись у нас на плече. Значит, сейчас я соберу вот эти петельки плеча на ниточку, а вот эту нитку, которая у меня здесь есть, я оставлю такой вот хвостик подлинней, ей уже мы будем соединять эти два плеча. Ну вот я думаю, скажем, ну пусть будет 1,5 метра на всякий случай, чтобы хватило, да, и потом вот я ее обрежу, эту ниточку, потом ее можно вот так смотать и где-нибудь каким-нибудь вот маркером ее здесь присоединить, чтобы она не очень мешалась нам, и пусть она пока будет, ждет своего часа. Значит, а вот эти петельки плеча я сейчас сниму на нитку с иголкой, вы это тоже сделаете, и потом продолжим и покажу, что мы будем делать дальше. Я удалила не тот файл, который мне нужен был, и у меня нет этого кусочка видео, который вот продолжает, но я сейчас вам объясню, я думаю, что будет понятно, да? Значит, мы закончим на том, что я пересняла петли вот этого плеча на ниточку, вот я их пересняла, и у меня вот так вот находились спицы, да, если помните, вот здесь спицы части горловины, значит, были, а здесь вот то есть до плеча, и мы здесь вот как бы встретились, да, и петли с плеча я пересняла, а вот эти петли горловины у меня были на спице, поэтому что надо было сделать, как бы вот эти все петельки мы опять возвращаем их, вот я их возвращаю до того места, когда мы опять вернемся к этой части плеча, да, и потом мы изделие берем наизнанку, и все наши петли горловины с изнаночной стороны мы их просто закроем обыкновенным способом, мы их вот эту горловину закроем до нашего плеча. Это первое. И второе, то, что я тоже потеряла, но, значит, мы потом должны были с вами соединить вот эти два плеча от спинки и от полочки. Вы берете, выворачиваете свое изделие наизнанку. Значит, одно плечо у вас уже на спицах петельки, второе плечо у вас было на нитке, на ниточке. Значит, вот второе плечо вы тоже переснимаете петельки все на спицу дополнительную, и потом попарно соединяя, вы закрываете вот этот ряд, да. Значит, как это все поподробнее сделать, я покажу вам на втором плече. Вот когда я буду соединять еще второе плечо, я покажу, как это попарно делается. Просто сейчас я уже это не могу восстановить, я не могу распустить все мое изделие, чтобы показать, как вяжется это плечо. Я очень извиняюсь, но это не так страшно, потому что как соединить плечо, два плеча, я вам покажу на втором, да.